Да, выглядит тут все грустненько, если честно. Будем оживлять автомобиль. Там шина разорвана полностью, и толкать машину со спущенным полностью колесом будет сложновато. Скорее всего, это было неуспешно, прокачка антифриза, она ничего не дала. Приветствую всех у нас на канале. У нас такая интересная машина приехала. Если честно, мы раньше никогда не имели еще дела с новой генерацией Tesla Model S. Не приходилось, но рано или поздно пора начинать. Вот такая вот машина приехала в таком вот печальном состоянии. У него был сильный удар по правой стороне. Вот так это все грустно выглядит. У нее стрельнула безопасность. И она никуда не двигается, потому что у нее проблема с подвеской вот здесь вот. Машина, конечно, в состоянии не самым прикольным, очень потерт руль жестко. Но и она подзасрана, конечно. Стрельнуты шторки, переднее сиденье стрельнуто. В общем-то, у нее есть шансы жить. Какая наша задача? Мы не занимаемся кузовными работами, как вы, наверное, знаете, кто нас смотрит. Наша задача сделать, чтобы колесо крутилось. То есть я сейчас сниму колесо, посмотрю, что там оторвало, что там поломало. Мы закажем запчасти, чтобы можно было ее катать. И закатим шап, и нужно будет поменять пиропатрон, сбросить все ошибки и сделать машину, чтобы она ездила, сделать ее drivable. Такая вот наша задача, поэтому я этот процесс подсниму немного. Кому будет интересно, я надеюсь, это принесет пользу тем, кто интересуется вообще Теслой и вот что с новыми Теслами происходит, как иногда их нужно оживлять, как они работают, потому что Tesla Model S, да, там с 22 года, там с какого-то месяца, это уже другой автомобиль, несмотря на ее очень похожий дизайн, это уже другая платформа, тут уже другая логика работы некоторых систем, то есть это больше уже Model 3, Model Y, и поэтому это интересно, что там новенькое на канале, поработаем с новой Tesla Model S. Я надеюсь, это будет интересно и вам, и нам. Как я уже сказал, это Plaid. Это очень быстрая машина. У нее 3 мотора. Она реально очень быстрая. Но мы пока об этом не узнаем, пока не поставим ее на ход. Сейчас я поддомкрачу машину. У нее еще пневмо вкрашен наверняка лежит на полу. Откручу колесо и хочу посмотреть, какие запчасти нужно заказать по подвеске, чтобы машина стала на свои 4 колеса, а не на 3, как она сейчас стоит, и чтобы мы могли ее катать. Rock bottom make the man and some pressure make a gemstone. Trying to put $1 to my name like Creflo. Not the boy, late to the game. It's in the blood flow. And I'm from the south. It's thick skin and tough bone. Big attitude through big lips. Чуть поломалось. Trust no kings, that's why they tried to crush souls. But it's IGBO. When the dust blow, this old head be standing there. No silver, just gold. Crack no books on the hustle. I was born. Да, выглядит тут все грустненько, если честно. Я думал до этого, что это масло, возможно, с переднего мотора, но это, скорее всего, со стойки вытекло все. Тут оторван рулевой наконечник, стойку покромсало, оторвало вот эту вот нижнюю часть стойки, погнула кожух, а может повредила и дальше. Все выглядит, в общем, не очень прикольно. Не сильно пока понятно, что с полуосью, но вроде бы она выглядит целой. Рычаги, если честно, я бы все поменял. Может быть, они и не выглядят поврежденными, 2 нижних, но я бы, если честно, я не уверен, что они в хорошем состоянии. Посмотрим, конечно, но лично я бы их поменял. Получается, здесь стойка, рулевой наконечник, потом цапфа, поворотный кулак, оторвана здесь. Что у нас с верхней? Мне кажется, датчик положения подвески оборван. Наверное, еще, возможно, верхний рычаг надо будет поменять. В общем, закажем сейчас все запчасти, поедем на дилер, купим их. Нужно будет еще пиропатрон поменять. Будем оживлять автомобиль. Так, а у нас приехали запчастюльки на Tesla Model S Plaid. Уже какое-то время стоит, ждали запчасти. Вот у нас приехали запчасти. Не все, тут не хватает стойки стабилизатора. Там подкрылка не хватает. Но в принципе без этого мы ее тоже поставим на ход. Чтобы поставить ее на подъемник и поменять пирофьюз. И запустить машину, чтобы она передвигалась своим ходом. Вот у нас здесь поворотный кулак, нижний рычаг, пирофьюз. Есть у нас тут рулевой наконечник, полностью весь Air Spring, то есть полностью стойка пневмоподвески и верхний рычаг. У нас здесь, как обычно, идет куча процессов, ремонт батареи. Вот, как здесь видно,
Из 14 модулей 10 нужно ремонтировать. Ну, в общем, мы сейчас просто все батареи, которые на сотых модулях собираются, мы их все обязательно проверяем. И там, где даже из 4 усов отпал один, мы все равно это делаем, чтобы в будущем батарея работала долго и счастливо, потому что не хотим сталкиваться с тем, что нужно будет переделывать. Ну, а запчасти наконец-то доехали, поэтому как только немного освободимся, поставим ту машину на ход, закатим ее на подъемник, поменяем пирофьюз, сотрем краш с бодиков, запустим компьютер и подготовим эту машину к тому, чтобы отдавать ее в маляр. Такая у нас задача, и я тоже этот процесс обязательно подсниму, потому что у нас не так много на нашем канале появляется плейдов, а у нас это вообще первый, поэтому все-таки хотелось бы, чтобы он показать вам именно этот процесс в том числе, как после удара машины попадают куда-то, в данном случае к нам, и как можно их ремонтировать. Rock bottom make the man and some pressure make a gemstone. Trying to put $1 to my name like Creflo. Naja boy, late to the game. It's in the blood flow. And I'm from the south. It's thick skin and tough bone. Big attitude through big lips with gusto. Trust no kings, that's why they tried to crush souls. But it's IGBO. When the dust blow, this old head be standing there. No silver, just gold. Crack no books on the hustle. I was born to grind. Yo, scared of your potential. I'm adorned with mine. 30 times around the sun, man. Of course I shine. My legacy will not walk with time. And in my daughter's eyes is basic. I must not say quit. Every day sees a present like a Rob St. Nick. Так, ну, в общем, я открутил все, что тут было поломано с правой стороны в подвеске. И сейчас пересоберу и все буду ставить новое, потому что запчасти уже приехали. Сейчас будем собирать все обратно. А здесь собирать много. Здесь вся подвеска под замену. И верхний рычаг тоже. Оба нижних рычага. Все на свете. Сейчас перекручу ступицу на новый поворотный кулак и буду все в этом месте собирать. Ooh, that soldier in the mirror, oh, oh. Gonna turn all of my stones. Impeccably I flow, hardest raps you know, breaking status quo, reaping what I sow, artistry like Van Gogh, get it from my mama, hip so thick that I need tempo, personality spicy, body banging like a bongo, cause black women been it since Timbuktu since Pharaoh, sponge rollers and hot combs, lips, cheeks and brow bones, if you ain't for the culture then please stay out of my zone, these little dummy rappers could never grace my headphones, see I'm from a place in space where ain't no storytelling, you just had to have been there, if you want the battle ain't no problem, say where I got so much experience I can't even play fair, but I'ma keep evolving and growing and hurting feelings and showing you need endurance to go. Ай-яй-яй, вот что значит спешка. Поставил рычаги в другую сторону. И этот поставил вверх, и этот поставил вверх. Семен Семенович, ё-моё. Что-то я невнимательный сегодня с утра. Ладненько, сейчас все переделаю правильно. Always roam, trying to find my way back home. Ooh, that soldier in the mirror, oh, oh. Gonna turn all of my stones. Так, ну в общем я все подсобрал, вся ходовочка на месте, все здесь уже. Все новенькое. Единственное, не хватает стойки стабилизатора, но скоро приедет Коля и привезет ее. И еще не хватает датчика положения подвески. Он тоже был поломан и где-то потерялся. То есть все это дело, в принципе, нам не помешает затолкнуть машину в шап и поменять пирофьюз высоковольтной батареи, чтобы потом снять краш, доделать всякие мелочи. И чтобы машина могла уже передвигаться в боди-шап для покраски и ремонта именно уже по кузову. Еще сейчас пойду найду какое-нибудь колесо. Возможно, конечно же, не с этой машины. Какое-нибудь 19-е, но просто то, которое здесь стоит, там шина разорвана полностью, и толкать машину со спущенным полностью колесом будет сложновато. Поэтому временно пока прикручу какое-нибудь колесо, которое я найду просто у нас в шапе. В общем, приехал к нам такой вот автомобиль. Это Model S 15 года 70D. И у него есть такая вот проблема. Сейчас я покажу, какая. Вроде бы
все в порядке. Сейчас покажу ошибки. И вот сейчас на данный момент, но все-таки она светится. В сервис мод плюсе она светится. Потому что в обычном сервис моде, кстати, ее не было видно. Сейчас покажу, что происходит. Ну, сейчас запустим машину. Все вроде бы в порядке. Она сейчас в сервис мод плюсе, поэтому нужно убрать ограничения. Попробуем проехаться. И вот вроде бы все окей, мы двигаемся, все нормально. Но как только я сейчас дам немного больше мощности, ускорюсь, сразу вылезла надпись Power Reduced. То есть у нас машина сразу вошла в Limp Mode, то есть в Limited Mode, в ограниченный режим. Я уже пробовал, она ограничивает примерно до 800 ампер мощность заднего мотора. И интересный вопрос, почему? Сейчас я остановлюсь, посмотрим, какие ошибки у нас видны. И вот у нас видно, что Limp Mode, и вот есть ошибочка такая Low Flow от драйв-инвертора. Драйв-инвертор говорит, что low flow rate of fluid. То есть драйв-инвертор, задний мотор, ругается на то, что через него плохо проходит антифриз. Эта машина еще вчера к нам приехала. Я вчера сделал термал-тест. Обычно в процессе термал-теста, сейчас я покажу, если, допустим, с помпами есть какая-то проблема, то термал-тест не проходит удачно. И вот я вчера делал термал-тест, и термал-тест прошел полностью успешно. Никаких проблем термал-тест мне не выявил и сказал, что помпы, все работает, все отлично. Я еще не знаю, в чем проблема, интересно разобраться. Сейчас я для начала проверю уровень антифриза, запущу прокачку антифриза, может быть 1-2 раза, чтобы проверить, что антифриз попытался хотя бы прокачаться пару раз. И параллельно, когда я включу прокачку антифриза, во время прокачки антифриза все помпы должны работать с более высокой мощностью, производительностью. Я потрогаю руками все помпы, чтобы убедиться, что все помпы, хотя бы визуально работают. Хотя, по идее, если бы какая-то из помп не работала, то система должна была бы мне об этом сказать. Но система об этом не говорит. То есть она либо не понимает, что помпа не работает, либо, может, помпа работает, но не полностью. То есть у нас почему-то low flow через задний мотор. Поэтому я раньше не сталкивался с такой проблемой, и интересно разобраться. Поэтому подсниму, посмотрим, какую проблему мы найдем и как мы это все дело устраним. Я надеюсь, что у нас это получится. Так, в общем, я снял некоторые каверы под капотом. Мы видим, что уровень антифриза тут, конечно, низкий. Но, в общем-то, он не критически низкий, потому что, когда уровень антифриза критически низкий, то система вам об этом скажет, потому что там есть датчик уровня. Сейчас запущу термал-тест, добавлю антифриза, посмотрим, как будут работать помпы. Я слышу, как помпы начали вращаться активней. Эта помпа работает. Эта помпа тоже работает. Вроде тоже работает, но вроде бы как чуть слабее, чем остальные. Еще одна помпа у нас стоит вот там в глубине. Хотя, если у вас, допустим, стоит чарджер 3-й генерации, то одна помпа будет стоять под сиденьем. Это зависит от вашей модели и года производства. В общем, я сейчас добавлю сюда антифриза, прокачаю, может быть, еще один раз, чтобы точно убедиться, и выйду, проедусь, посмотрю, поменяется ли ситуация или нет. В общем, прокачали пару раз антифриз, пытались и вакуумом помогать, но, если честно, ничего не было видно такого, чтобы антифриз куда-то ушел, какой-то воздух вышел, уровень как-то опустился в расширительном бачке. Скорее всего, это было неуспешно. Прокачка антифриза, она ничего не дала. Сейчас я все-таки попробую проехаться. Я вывел здесь некоторые данные по температуре на нашей диагностике. И хочу просто ради интереса понаблюдать за температурой. Но я думаю, особо ничего не изменилось, поэтому мы, скорее всего, сейчас попробуем заехать на подъемник, снять нижнюю защиту, снять патрубки с драйв-инвертора, с мотора заднего, и попробовать посмотреть, что там вообще творится. Возможно, подуть, продуть, попробовать посмотреть, проходит ли воздух через драйв-инвертор. И, возможно, есть еще такая идея подключить прозрачный шланг в разрыв мотора и посмотреть, включить помпу и посмотреть, проходит ли там антифриз визуально. Пока непонятно, в чем проблема, но у меня есть 3 рабочие версии на данный момент. То есть это либо там воздушная пробка очень жесткая, которую мы не можем никак прокачать, либо забит вообще сам драйв-инвертор по какой-то причине и через него ничего не проходит, либо это система, которая детектирует именно низкую проходимость антифриза, которая говорит о том, что low flow, она работает некорректно. Я, если честно, не знаю точного принципа, как работает
эта система, поэтому мне это еще предстоит выяснить. Сейчас пока ошибок никаких нет. Помпы сейчас работают в достаточно высоком темпе, потому что сейчас еще не закончился режим прокачки. Я попробую проехаться, посмотреть, как будет реагировать машина. Так, у меня ограниченный режим стоит, я забыл его выключить, сейчас, секундочку, я припаркуюсь, а то его можно выключить только в паркинге. Так, ага, вот есть, появился. Он появился не сразу, мне пришлось ускориться так активненько. И все-таки эта ошибочка вылезла. Вот у нас снова появился Limp Mod, Low Flow. Хорошо, тогда перейдем к следующим шагам, о которых я рассказывал. Будем лезть к заднему мотору. Так, появился интересный апдейт. То есть я сейчас зашел с машины, Limp Mod ушел, и я начал медленно ехать, не ускоряясь сильно. И я увидел, как у меня в драйв-инверторе в заднем, в HeatSink, растет температура очень быстро. Допустим, несравнимо быстро, как растет в переднем моторе. И у меня появилась дополнительная ошибка. Вот так она звучит. Драйв-инвертор HeatSink Temp Imbalance. То есть система детектировала, что у меня растет температура, что у меня имбаланс по температуре. Поэтому это дает нам сигнал о том, что все-таки с температурой там не в порядке. И драйв-инвертор не охлаждается нужным образом. То есть либо там не проходит антифриз, как должен проходить, либо там как-то система охлаждения нарушена. Как я и говорил, неминуемо лезем к заднему мотору. Визуально все патрубки выглядят нормально, никаких каких-то заломов или повреждений визуально мы не видим. К чему привели эксперименты? Сейчас покажу. В общем, мы сняли с инвертора шланги, вход и выход. Вон там один патрубок, здесь второй. И что мы сделали? Мы подключили просто другой патрубок, и я просто подул в него воздух, и я почувствовал сопротивление. То, что оно продувается не очень легко. Можно подумать, откуда я знаю, как должно продуваться. И это вполне правильный вопрос. Но у нас есть еще парочка таких же моторов. И я для сравнения подул точно так же в другой мотор. И там по ощущениям, наверное, раза в 2 легче продувается воздух. А это как бы воздух. Для жидкости это еще более критично. Поэтому сейчас основная версия того, что что-то не в порядке внутри и забит драйв-инвертор. И из-за этого там именно протечка антифриза через него. Антифриз протекает медленнее, чем должен. И, естественно, не успевает охлаждать сам драйв-инвертор. Получается сейчас такой вот вывод. Сейчас мы попробуем компрессором туда подуть. Возможно, там что-то попало, хотя вряд ли. Если это не поможет, то второй вариант, наверное, только замена инвертора или замена мотора. Поэтому сейчас будем думать, что делать дальше. Попробуем подуть компрессором, посмотрим, что из этого выйдет. Продули мы инвертор компрессором, и стало по ощущениям дуться гораздо легче. Но все равно немножечко тяжелее, чем в вот другом моторе, который у нас есть, лежит там снятый. Что мы сейчас хотим сделать? Мы сейчас все это дело соберем. Поставим патрубки на место. После этого мы прокачаем, зальем антифриз, прокачаем все это дело 1-2 раза. И есть у нас такая версия, взять, пережать. Тут получается на заднем моторе идет 2 контура. Один, который на охлаждение статора идет через масло, наверное. Я на 100% не знаю, если честно, могу ошибаться. А второй контур проходит через драйв-инвертор. И мы тот контур, который идет на статор, перекроем, чтобы, по идее, течение антифриза через инвертор было больше. И попробуем проехаться, посмотреть на температуры, как они будут расти, и даст ли это какое-то влияние, будет ли это как-то влиять. Поэтому продолжаем наши эксперименты. Мы собрали все патрубки на место, прокачали 2 раза антифриз. Вроде бы уровень вернулся. Не было явно видно, что куда-то больше ушло антифриза, меньше. Примерно осталось как есть. Но я сейчас проехался спокойно, не давая особо газа. И в принципе температура у меня держится. Драйв-инвертор не нагревается. Но я мягко, очень спокойно ехал. Вот сейчас у нас, не знаю, видно или нет, температура инвертора, ну вернее HeatSink 22 градуса.
И сейчас я проедусь. Только что я ехал, он поднимался до 32 примерно градусов, больше не поднимался. А до этого я ехал с такой же интенсивностью, тоже очень плавно. Он поднимался до 50 плюс, и сразу у меня появлялась ошибка по temperature imbalance, то есть по температуре. Сейчас я попробую более интенсивно проехаться и тоже понаблюдаю за температурой. Так, начинаю движение. Температура у нас 31. Попробую немножечко ускориться. Не сильно. Так, до 33 градусов нагрелось. Не знаю, видно или нет, просто бликует дисплей на компьютере, и мне самому плохо видно. Но в принципе вот оно поднимается до 33 и достаточно быстро опускается, когда я нагрузку сбрасываю. Результат заметен на лицо, как говорится. Ну и теперь я сделаю главный тест. Я сейчас надавлю на тапок хорошенько и посмотрим на температуру. Я вот так вот поставлю компьютер, чтобы было видно лучше. Вот сейчас у нас температура HeatSink 22 градуса. Сейчас начну ускоряться хорошенько и посмотрим, насколько она поменяется. Поехали. Я ускорился на максимум. У меня температура 28 градусов. Получается, наши действия по продувке инвертора давлением воздуха дали результат. Сейчас еще сделаю пару раз ускорения. Вот я вижу, что статор уже поднагрелся. Он был сначала 30 градусов, сейчас уже 42 градуса. А вот инвертор, в принципе, 31 градус. Сейчас он охлаждается. Сейчас я еще раз ускорюсь. Сейчас буду ускоряться и попробую подснять температуру, если будет видно на камере, потому что монитор бликует, очень плохо видно. Постараюсь вот так вот сделать. Не получается у меня показать, потому что когда я ускоряюсь, все в машине съезжает, потому что ускорение достаточно интенсивное, и все съезжает, и все падает, я не могу вам показать температуру. Но верьте мне на слово, температура держится, и самое главное, после всех этих ускорений у меня еще ни разу не вылез Limp Mode, и ни разу не вылезла ошибка по Temperature Imbalance. Мне кажется, что все в порядке, что у нас удалось починить и устранить эту проблему. Сейчас я еще сделаю несколько тестов, и потом посмотрим, может быть, подсниму еще что-нибудь финальное. Но все выглядит хорошо. Ну, в общем, автомобиль уехал, мы его потестировали, покатались. Вроде бы драйв-инвертор не перегревается и ошибка по low-flow не появляется. Я надеюсь, то, что мы продули компрессором сам драйв-инвертор, помогло. Оно, возможно, выдало там оттуда что-то, мы не знаем что. И сейчас все работает нормально. Вот такая вот была интересная история, необычная. Мы на самом деле не так часто сталкиваемся с такими проблемами. Она не совсем очевидная, потому что это может быть как плохо работающая помпа, так и где-то пережатый какой-то шланг или поврежденный шланг или что-то в этом роде. А на самом деле могли быть даже проблемы с самим драйв-инвертором, возможно, внутри какая-то проблема, что-то там вздулось, нарушилось, поломалось, сгорело, не знаю, что могло там случиться внутри, но всякое могло произойти. В этой нашей истории прокачка, просто продувка компрессором, давлением воздуха помогла решить проблему, и теперь через драйв-инвертор протекает нужное достаточное количество антифриза, чтобы его охлаждать. Машина не ругается и ездит. Надеюсь, она будет ездить долго и счастливо, а вам могу сказать всем, наши подписчики, спасибо за внимание. Продолжим воскрешение нашего плейда. Он уже на подъемнике. Сейчас мы поднимем его повыше и будем менять пирофьюз. Это вот такой вот предохранитель, который по команде блока безопасности стреляет и разрывает цепь высоковольтную, чтобы избежать разных неприятных ситуаций, особенно при ДТП, ну или еще в каких-то других случаях. Ну, скорее всего, именно при ДТП. Поэтому сейчас мы установим, заменим пирофьюз и будем снимать краш и будем оживлять дальше уже по программной части этот автомобиль. Пирофьюз у нас прячется под этой крышечкой. Сейчас мы это все дело открутим и заменим. Вот так все это дело здесь выглядит. Тут 13-е болтики, 4 штуки. Открутим и поставим другой.
Вот так вот пирофьюз выглядит внутри. Вот здесь такая штука взрывается таким вот образом и ударяет сюда. Таким образом разрывает цепь. Ну, такие пластинки здесь интересные. Ничего не понятно, но очень интересно. Так, ну мы в общем-то почти разобрались, как это работает. Получается, что вот здесь вот сюда бьет удар, пиропатрон, и разрывает вот так вот предохранитель. Но зачем вот эти штуки, остается непонятным. Если кто-то знает или у него есть какие-то догадки по поводу того, что это за металлические пластины внутри, установлены они вот таким вот образом, их здесь много штук. Не знаю, может они гасят какую-то волну, это прям жестко сказано. Здесь установлены все эти металлические пластины. Если кто-то понимает или знает, зачем это работает, пишите в комментариях. Интересно все-таки, что это такое. Продолжаем историю с нашим плед, который мы оживляем. Вчера не успели закончить, было много других задач. Сбросили уже краш с VC-фронта. И у нас MCU запустился, мониторы загорелись. Сейчас еще нужно будет сбросить краш с пневмоподвески и посмотреть, что там еще осталось, для того, чтобы машина уже могла ехать самостоятельно в бодишап и ремонтировать всю правую сторону по кузову, которая у нее повреждена. Сейчас ради интереса посмотрю ошибочки в Service Mode Plus, потому что, как я уже раньше говорил, у меня опыт от работы именно с Палладиумом и с Эской, получается, самой последней генерации у меня особо нет, поэтому очень уж интересно посмотреть, как все это работает. Машина сразу же подтягивает новую прошивочку при подключении к Wi-Fi 2025.14.3.1. Не знаю, последняя ли это для Ryzen или нет. Такие у нас тут параметры. Третий FSD компьютер, Heat Pump, Lithium Ryzen, Dual Permanent Magnet. Большой, мощный мотор, а точнее, ну правильно, двойной, значит два мотора в одном корпусе. Она немного повреждена, машина, как вы уже видели, но, конечно, интересно на ней проехаться и чуть-чуть нажать газ. Посмотрим, будет ли возможность это сделать. Я на плейде как бы ездил уже, но это было на аукционе, и так там не сильно была большая возможность получить больше ощущений. Такие у нас ошибочки. Coolant, Tembat Sensor. По RCM, понятно, тут много чего будет, потому что под безопасность стрелянная. TPMS. Electronic Parking Brake Problem. Да, мы их отключали, поэтому надо будет их тоже подключить сейчас. А в остальном ничего такого критичного здесь нет. Сейчас сниму краш с пневмоподвески и посмотрим, включится машина или нет. Так, краш я почистил. Теперь перезагружу машину и погляжу, поднимется ли пневмоподвеска или нет. Потому что в таком положении на пузе, естественно, ехать будет крайне проблематично. Низковольтный аккумулятор мы тоже оживили, подзарядили его. Он все в Power Distribution Low Voltage показывает все окей. Что у нас тут еще можно посмотреть? По High Voltage Battery у нас здесь все зелененьким, кроме заряда. Заряд слабоватенький. Сейчас поставим ее тоже зарядиться. Charging окей. PHV Battery тоже все светится зелененьким. Хвил, естественно, тоже отлично, иначе бы машина не включилась. Drive Unit. Ха, классно. Двойной Drive Unit. Все выглядит хорошо. По низковольтной осмотрел. Здесь у нас все тоже подключено. Software. Ага. Тут еще надо, чтобы все загрузилось. В общем, выглядит все. Suspension. По suspension у нас, deflate, deflate. Окей. Ну, прикольная менюшка, кстати. Ее в других машинах, не на Ryzen, я не видел никогда. Впервые эту менюшку вижу, очень прикольная. Сейчас я перезагружу машину после снятия краша. Посмотрим, что будет в Air Suspension. Так, ну, машина у нас, Rail включается. В принципе, все работает. Я уже сбросил ошибку с пневмы, но там не стоит датчик положения подвески, потому что его не было в наличии, когда я собирал подвеску. И сейчас я сниму колесо, поставлю на место этот датчик, и тогда уже попробую поднять машину в нормальное положение. Потому что без датчика она не очень хочет работать, пишет мне ошибку, Limp Mode пишет. Поэтому сейчас заменю датчик, вернее не заменю, а поставлю, потому что он был поврежден, и мы его оттуда сняли, а нового в тот момент как раз не было. А в остальном все выглядит хорошо. Все выглядит good. Все выглядит хорошо.
У нас еще здесь по brakes, паркинг брейк не подключены. Сейчас тоже подниму, как раз заодно подключу. Suspension. Ну да, по Air Suspension. Здесь есть проблемки сейчас. Lyman Tires. TPMS. Да, у нас одно колесо у нас с другой машины, естественно, с другим датчиком, поэтому не работает TPMS. Хотя, не знаю, ну тот старый датчик вряд ли подвяжется к этой машине, но мы не станем этого делать, потому что колесо это временное там стоит, так как покрышка разорвана на его оригинальном колесе. Поэтому на это мы сейчас не будем обращать внимания, потом, когда уже сделают покрышку, мы заберем, ну там уже будет оригинальный датчик TPMS, поэтому все должно заработать и так. Стиринг, тут все окей, это нам не надо, брейкс я уже смотрел. В общем, все у нас, в принципе, работает. Ну, тут, конечно, по безопасности, естественно, куча всего. Потому что у нас безопасность стреляная, и краш в RCM блоке висит, это понятно. Что у нас тут еще интересного? SIDS. Ну, в принципе, здесь та же ошибка висит по RCM модулю. В общем, меняем датчик, поднимаем пневму и едем кататься. Еще немножечко подзарядим машину. Это у нас всего лишь 4%. С 4% сильно не накатаешься. Интересно, что на машине 100 тысяч миль пробег, а емкости осталось уже, пишет 83, чуть больше 83 киловатт. Вот он, full pack energy remaining 83 киловатта. А вот на начальном этапе пишет 99,4 было. Как-то вот так вот выглядит. Все-таки на этом плейде, наверное, наваливали. Так давали ему жару, так сказать, потому что батареечка уже, хотя в принципе 17-16,5 киловатт потеряла получается, за 3 года. Ну, наверное, это нормально, потому что первые 10% теряются очень быстро, самые первые, потом уже дальше. Но я думаю, эту машину эксплуатировали нещадно, скорее всего. Сейчас еще разбег посмотрю по ячейкам ради интереса. Ну, я думаю, там должно быть все в порядке. Разбег, кстати, тоже тут достаточно приличный на самом деле. Ну, еще сейчас очень низкий сок. Может быть, когда сок будет выше, когда машина чуть подзарядится, может быть, разбег станет поменьше. Я, кстати, за этим тоже понаблюдаю. Интересно. Но сейчас разбег, тут сейчас напряжение 3,344, 3,318. Есть разбег, не маленький такой. Но, опять же, спишем это пока на низкий сок. Процесс идет. Так, датчик у нас на месте, аккумулятор тоже сейчас на месте прикручивается. И у нас, в принципе, все заработало. Здесь все окей. По подвеске только по TPMS проблема, потому что у нас колесо левое без датчика. А в остальном suspension работает, давление в порядке, нигде ничего не травит, машина поднялась. В общем, все выглядит достаточно хорошо. Сейчас соберем под капотку и поедем на тест-драйв. Ну что, поехали на первый тест-драйв. Так, отключим наше ограничение. Надо пристегнуться. Ну, погнали. Будем надеяться, ничего не отпадет. Не, ну я, конечно, шучу. Я прикручивал все максимально надежно. Поэтому все должно быть хорошо. Пусть будет просто спорт. Плейт не будем включать. Да, ну, конечно, чувствуется, что мощности тут дофига и больше. Если у нас есть номера, я не смотрел. Ускоряется очень бодренько, аж немного страшно. Машину, конечно, тянет немного в бок, потому что развал я выставлял, естественно, случайным образом. Нужно ехать на развал схождения. И плюс еще правое колесо стоит абсолютно не такое, как все остальные, потому что оригинальная там шина разорванная, и на нем ехать нельзя. Ну а в остальном вроде бы ничего, все едет, ничего даже особо не гремит. Машина ускоряется, прикольно. Значит, у нас все получилось, мы оживили Tesla Model S Plaid. Тут рельсы, такое место, где мы всегда ходовку проверяем, подвеску. Ничего вообще не гремит, на удивление. Но с правой стороны полностью все новое стоит.
Вот такая вот была история, такое вот было оживление Tesla Model S Plaid 2022 года. Всем спасибо за внимание. Дальше будет тоже интересно. Оставайтесь с нами в следующих сериях. Сейчас без камеры я ускорился несколько раз. Не на прогретой батарее, всего лишь на 20% заряда. Не без лаунч-старта, но я вам скажу честно, ускорение просто космическое. 1500 лошадиных сил и 1000 момента делают все-таки свое дело. И я вам скажу, что Tesla Model S Plaid очень быстрая машина. Тут у нас вокруг ребята занимаются какими-то машинами, мы их не знаем, не знакомы с ними, но они вечно ездят, у них такие какие-то громкие машины, они очень громко едут, но не очень понятно, насколько быстро они едут. Очень хотелось бы, интересно было бы заехать, ну, может быть, даже не на Плейде, а на любой перформанс-машине, даже там на заднеприводной. Насколько вот она громкая у них и насколько она быстро едет. Потому что на Плейде на этом, ну, тебя просто вдавливает в сидушку, и ты такое ускорение получаешь. Ну, это просто нужно попробовать и почувствовать. Поэтому это круто. И да, пользуясь случаем, передаю благодарность Владу из Киева за его своевременные и дельные советы и помощь в оживлении этого автомобиля. Спасибо, Влад!